Всем привет! Меня зовут Ольга, я представляю салон декоративных покрытий Гура Декор. И мы с вами наносим образцы своими руками или, возможно, новые идеи для мастеров или для простых людей, неважно. Сегодня мы наносим декоративную штукатурку Прованс. Это фактурная штукатурка, она очень эластичная, торговая марка Effectum. То есть ей можно как слои потоньше, так и поплотнее, рельефчик можно сделать. Наносим ее вот в таком вот ярком цвете, зелененьком. И с помощью вот такого инструмента шайба. Вот она у меня такая поношенная. Шайба кругленькая, вот с такой ручкой. Вот так она выглядит новая в пакетике. Вот такая шайбочка. Чем она удобная? Округленные вот эти края, ими можно фактуру создавать. Не цепляет ничего, то есть поверхность ровная, неровная, легко очень идет, создает фактуру. Наносим. Напоминаю, как наносится штукатурка. На оштукатуренную стену, загрунтованную предварительно, то есть подготовка должна быть. Идеальную подготовку делать не нужно, как под покраску шпаклевать не нужно. Достаточно оштукатуренной стены. Наносим ее с верхнего левого угла. В шахматном порядке. Наносите участок. Небольшой. Примерно метр на метр или 50 на 50, как вам удобно. Далее вы берете вот эту вот кельмочку и создаете фактуру. Вот. То есть видите как? Кельма вот эта вот круглая, она катится и создается вот такая вот фактура. Дальше. Вот вы нанесли и следующий участок сразу же безотрывно наносим. Соединяем. Когда вы соединяете, можно прямо заходить на тот рисунок, который вы уже создали. Не оставляйте проплешин лысых внутренних и наружных углов. Сразу же заполняйте их штукатуркой. Снова берем шайбу и соединяем рисунок. Вот такими вот восьмерочками. Снова идем в шахматном порядке, теперь уже вниз. Цель наша — не дать засохнуть материалу. То есть вот этот кусок вы нанесли, нужно, пока он сырой, продолжить следующий, чтобы их соединить. Если штукатурка высохнет, то уже не получится соединить, будет видно переход. Вот так. И вот таким образом мы продолжаем по всей стене, пока не закончится стена. На обед ходить не нужно. Нужно закончить эту стену от начала до конца. А стену следующую вы можете хоть через неделю делать. Штукатурка не подсыхает, то есть можно с ней работать в течение минут примерно 20. То есть можно ее поправлять, можно рисунок вида изменить и доделать его как вам нужно. Дальше, когда она подсохнет, уже исправить будет трудно. Все, снова берем шайбу и соединяем. Вот такой рисунок. Это еще не все. Мы дадим ему высохнуть. В данном случае сохнуть он будет до завтра. Я не говорю сутки. Если вы вечером ее наносите, то завтра вы уже сможете ее, по сути, доделать. Смотрите, можно как ее исправлять. Если где-то что-то не нравится, где-то что-то хотите добавить, пока штукатурка сырая, вы можете ее поправлять. То есть берем так вот материал и добавляем. Например, хотите объемнее и добавляете. Берем материал и добавляем. Снова и добавляем. Это кому хочется пофактурней. Берем и добавляем. Оставляем сохнуть до завтра. Ждем. После того, как подсохла штукатурка, она высохшая и вот такой имеет неприятный на ощупь шероховатый эффект. Мы для этого ее можем подшлифовать. Берем шкурочку и шлифуем. Не для того, чтобы сошкурить все, что вы нанесли, а для того, чтобы на ощупь она не царапала руку.
слегка, вот даже идет хорошо. Вот если бы вы сейчас увидели, да, близко, то, в принципе, она уже сейчас, ее лаком можно покрыть, допустим, и уже она готовая, можно и так. Но мы хотели другой немножко эффект показать. Мы заколеровали штукатурку декоративную в светленький зеленый цвет, такой приятный. И хотим мы ее дальше покрыть воском. Вот такой вот воск торговой маркой Effectum. Это восковая эмульсия, она защищает и придает дополнительные цветовые эффекты. Мы его заколируем. То есть такой вот получился у нас цвет. И теперь мы влажной губочкой аккуратненько по верхам нанесем дополнительный, более яркий зеленый цвет. Стараемся его вглубь. То есть вот у нас есть там поры внутри. Вот туда мы стараемся его затолкать губкой. Он плоский, как он сказал, он плоский. Покрываем круговыми движениями, также без остановки, от начала до конца. Стену заканчиваем в один подход, то есть начали и не останавливаемся. Потому что также могут быть переходы. Если вы нанесете кусок, уйдете обедать, вернетесь и продолжите. Так делать нельзя. Если вы начали стену, то вы ее не останавливаетесь, нужно ее закончить. Вот мы одной губкой наносим, а второй, более сухой и чистый, мы можем подснять излишки, чтобы выявить вот внутренний цвет зеленый, чтобы он пролез у нас наружу. Берем губку, вот так вот снимаем излишки. Можно ее смачивать, если видите, что не справляемся. Чем светлее вы хотите сделать, тем сильнее вы смываете. Вот видите? Вот так. Вот так примерно. Ну и готово. Высыхает. Если хотите, чтобы блестело, значит можно будет дополнительно покрыть лазурями, бриллиантами, мерцающими такими перламутровыми составами, если хотите. У нас сегодня такой цели нет, поэтому мы его оставим сохнуть. И дальше сейчас он блестящий, но дальше он станет матовый. И вот такой вот 3D-эффект у него светлый, темный. Мы находимся в городе Ижевске, называемся мы Гура Декор. Штукатурки декоративные, которые мы показываем, их можно приобрести у нас. Наши есть контакты все в описании. Наш сайт guradecor.ru. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Еще, кстати, насчет подписчиков тоже очень приятно, что количество наших подписчиков растет. Когда заходишь с утра, смотришь, и там вот все время какой-то прирост, это значит, что мы кому-то полезны, и нам очень от этого приятно. Пока.